Товарищи бойцы и командиры, Ставка Верховного Главнокомандования поручила нам новое важное задание. Выполнять его будем на территории сопредельных нам государств. Мы идем на помощь нашим братьям, полякам, чехам, словакам. Помните, мы бойцы регулярной Красной Армии, с честью пронесем это высокое звание. Смерть фашизму! Свободу народам! Вот наше знамя! Отряд! Мирно! Направо! Шагом! Марш! Было много трудных дней, будет много трудных дней. Значит, рано подводить итоги. Вот и встретились мы с ней, вот и свиделись мы с ней где-то на проселочной дороге. Только несколько минут между нами длилась та беседа. Как, скажи, тебя зовут? Как, скажи, тебя зовут? И она ответила: Победа. Как, скажи, тебя зовут? Как, скажи, тебя зовут? И она ответила: Победа. Под шинелью на груди, рядом с сердцем на груди, скромные солдатские медали. Но уж ты не уходи, больше ты не уходи. Мы тебя в окопах долго ждали. Только несколько минут между нами длилась та беседа. Как, скажи, тебя зовут? Как, скажи, тебя зовут? И она ответила: Победа. Как, скажи, тебя зовут? Как, скажи, тебя зовут? И она ответила: Победа. Кейтель, вы обещали в этом году отбросить русских от Днепра на восток, а сами откатываетесь назад. Мне надоело слышать об этом, Кейтель. Шпеер, мы сократили производство кораблей, чтобы вы не нуждались в металле. Вы обещали мне еще в мае довести выпуск ракет до 5000 штук. Где они? Русские выдохлись. У них нет больше резервов. Коммуникации их растянуты. Вы, Шпеер, у вас будет достаточно времени, чтобы закончить оснащение нашей армии оружием возмездия. У вас не хватает рабов? Возьмите у Гиммлера сколько нужно. Геринг,
Вы говорили, что Лондон будет стерт с лица земли. Передайте Гиммлеру еще 100. Ведь 200 лучших пилотов Люфтваффе. Они поведут ракетоносцы и обрушат новые сверхмощные бомбы на промышленные центры России, Англии и Америки. Мы заставим содрогнуться весь мир. Весь мир. Личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину. Имеются достоверные сведения о том, что немцы проводили испытания летающих ракет с экспериментальной станции в Дебице в Польше. Я был бы благодарен, маршал Сталин, если бы вы смогли дать надлежащие указания о сохранении той аппаратуры и устройств в Дебице, которые ваши войска смогут захватить после овладения этим районом. 13 июля 1944 года. Черчилль настойчиво просит у нас информации об испытательном полигоне немцев в районе Дебиц. Товарищ Антон. Немцы разрабатывают два вида ракет, товарищ Сталин. Фау-1, которыми была произведена первая массированная атака Лондона, и Фау-2. Это совершенно новый тип ракет. Баллистическая ракета с большим радиусом действия. Именно эти ракеты испытываются на полигоне Близна, в районе станции Дембица. Так она правильно называется. Товарищ Воронов, какие приняты меры по защите наших городов и особенно Ленинграда от ракетного нападения? В зоне ответственности Ленинградской армии ПВО для действий против ракет выделено свыше 100 батарей зенитной артиллерии и 4 полка истребительной авиации, оснащенных самолетами новейшей конструкции. Хорошо. Товарищ Антонов, поставьте задачу отряду особого назначения как можно скорее выйти в район станции Дембица. При захвате полигона особое внимание надо обратить на те приборы и конструктивные особенности, которые необходимо знать для организации успешной защиты наших городов. Командиру отряда особого назначения полковнику Млынскому. Срочно. По решению Ставки для выполнения задачи по ракетам Фау в ваше распоряжение направляется спецгруппа Зарева и передается часть сил за фронтовой разведки. При выходе к полигону Близна опирайтесь на помощь польских коммунистических партизанских отрядов «Варшава» и «Костюшка», получивших соответствующие указания товарища Берута. Антон. Товарищ полковник, срочный пакет из Москвы. Совершенно секретно. И пополнение. Спасибо. Капитан Озеров, командир разведгруппы Зарева. Здравствуйте. Как долетели? Спасибо, нормально. Старший лейтенант Иванов прибыл для дальнейшего прохождения службы. Здравствуйте. Лейтенант Ковалев. Здравствуйте, лейтенант. Инженер-майор Шумский Виктор Иванович. Здравствуйте, Виктор Иванович. Как там Москва? Стоит красавица. Задача ясна? Да, задачка. Двухдневный срок выйти в район станции Дембица и захватить этот чертов полигон. Главное не обнаружить себя. Мы находимся вот здесь. А Дембица, вон она где. У нас на пути... Кто там? Я. Людей разместили? Разместили, накормили, сопли утерли и спать уложили. Ну, а нас покормишь? Чайку подал, Ерофеевич. Чайку. Там какой-то умник мне сырых чурок в самовар накидал, никак не раскочегарю.
Надо было шишками растапливать, правильно, Ерофеич? Не было под руками. Под руками, в лесу он шишек не нашел. Ерофеич, пойди посмотри, чтобы нам никто не мешал. Ладно. У нас на пути 2 железные дороги, несколько мелких речушек и переправа через реку Сан. Без стычек не обойтись. Переполошим все СД. Они нас на нюх не подпустят к полигону в Дембице. Да. Придется попросить местных партизан шумнуть немного в сторонке. Товарищ полковник, связные от польских партизан. Ванда Милевска. Здравствуй, дочка. Отряд Варшава прикрывает левый фланг переправы. Так, Станислав Верновский, отряд Костюшка. здравствуйте. Вышибли швабов из войски Пшидоба на том берегу Саны. Это хорошо. Сержант Косых, начальника штаба ко мне. Есть. То есть ту. Это здесь. Сейчас продержитесь. Вам ввязаться в бой не можно. Берут мовы вже шваби наша забота. Значит, не сгинела польска? Не згинела і не згине, як Червона армія з нами. Устала? Ты весь мокрый. А, ерунда. Скоро придем. Что-то я хотел тебе сказать. Что ты хотел мне сказать? Что ты в тумане еще красивее. Как настроение, девушки? Все в порядке, товарищ Ну и добре. Всегда рада вас видеть. Спасибо, Катя. Вы смотрите, сержант, на переправе будьте внимательны. Рацию не подмочите. У нас не подмокнет, товарищ полковник. Ох, гляди у меня, девка, доиграешься. Чего, Ерофеич? Ничего, язычок не больно распускай. Всегда рада вам, Иван Ну и Петрович. что? Ничего. Ох, ты напугал. И откуда ты такой взялся, Да Ерофеич? все оттуда же. И буркал бесстыжно, меня не пяль, бесполезно, дохлое дело. Не уж совсем бесполезно. Я свое отпахал. Да ладно тебе цент набивать. Да чего там набивать-то уж нечего. Был бы я помоложе, я бы на вас на всех 3 женился. Ой, ты загнул, Ерофеич. Я духу не хватило. Ну, дед. Господин майор, приказ начальника особой зоны Величко штурмбанфюрера Занге разделить батальон. Роту направить в район деревни Пшидоба, остальные на юго-запад. В 10 километрах отсюда крупные силы бандитов ведут переправу через реку Сан. Следуйте за мной. Позвольте. Ой, молодец. Ну, спасибо. Вот так. Вроде тихо. Проскочили. Товарищ Милевский, я полагаю, что через полчаса вы можете отводить своих людей. Добре. Передайте товарищам нашу сердечную благодарность. Чекаю. Щасливо. После такой купели по 100 грамм положено, товарищ комиссар. Положено, Ерофеич. Товарищ полковник, переправа закончена, осталось только боевое охранение. Танки, уводи отряд. Есть. Быстро, в лес уводи отряд. К лесу давай! Бондаренко! Бондаренко, ко мне! Я, товарищ полковник.
Бери людей и Краткевичу. Задержать танки. Есть! Бронебойщики, за мной, быстро! Не удалось проскочить. Иван Петрович, разреши я с ним. Давай, комиссар. Иван Петрович, кажется, оторвались. А, Гасан, да, пока тихо. Что у тебя там было? Думаю, такого они не ждали. 4 танка подбили. Старшина Полищук погиб. Полищук погиб? Ах, Сашко, Сашко. Гасан, напиши матери, как и где погиб. Жаль моряка. И тело не нашли. Утонул, видно. Жаль. Товарищ Милевский, как себя чувствуете? Ничего. При первой возможности отправим вас в Москву, в госпиталь. Дякую, пан полковник. Ванда, Татя, ты ведь знаешь эти места? Надо помочь, так? Я wszystko rozumiem. Ja wszystko zrobię, tatku. А Ванда Краков знает? Tak, bardzo dobrze. To ona 1 rok żyje w Krakowie. Виктор Сергеевич, надо немедленно переправить Шумского в Краков. С кем? Его проводит дочка Милевского, Ванда. А Карасеву сообщили об этом? Да. Он знает его по фотографии. Займись этим. Есть. Ну, где же он? Вот там штандартенфюрер. Полищук? Тоска. Не может быть. Группенфюрер Вольф, ваше превосходительство, пригласите. Heil Hitler. Heil. Bitte Platz Садитесь, пожалуйста. Крюгер, Крюгер, принесите нам что-нибудь. Я прибыл в Краков в связи с чрезвычайными обстоятельствами, господин генерал-полковник. Вам, несомненно, уже доложили о бое в тылу ваших войск. Из-за этой стычки с партизанами так переполошились в Берлине? У нас имеются данные, что кроме польских партизан в бою принимало участие воинская часть или целое соединение регулярных войск Красной Армии. А вашим людям не померещилось, группенфюрер? К сожалению, нет. Начальник особой зоны Величко, штурмбанфюрер Занге, узнал найденного в реке убитого. Это человек из отряда полковника Млынского. Млинский? Млинский.
Если мне не изменяет память, это тот самый русский полковник, который нам портил кровь в Белоруссии. Да. Под угрозой находятся секретные объекты имперского значения. Краков красивый город. Да, но Варшава лучше. Что же вы сразу не подошли у костела? Там было много всяких типов. А я уже не знал, что подумать. Ладно, давайте знакомиться. Майор Карасев, по документам капитан Деннард. На фотографии вы намного моложе. Время идет. Шумский. Так и по документам. Млынского интересует все о полигоне Близна. Как устроились? Механиком в автомастерской. Угу. Появление Млынского в Польше глубоко в тылу наших войск может означать только одно. И сегодня-завтра ты должен ждать гостей на своих объектах. Я думаю, что известно Млынскому? Вероятнее всего, испытательный полигон Близна в районе Дембицы. Грохот, пламя скрыть невозможно от внимательных наблюдателей. Но остальные объекты вряд ли. Боевые ракеты немедленно эвакуировать с полигона. Полеты над Хайделагерем временно прекратить. На объекте Величко усилить контроль. Млынский рвется к ракетам. Ну, хорошо. Он их получит. Штурмбанфюрер. Продолжайте наблюдение, рот. Воздушная тревога.
Группенфюрер, мы дали разведчикам возможность уйти с полигона. Да-да, имитация воздушной тревоги. Теперь цель появления Млынского определилась окончательно. Да вы же знаете Млынского. Раз он вцепился в объект, он не уйдет, пока не достигнет цели. Вот здесь в бараках заключенные, человек 100-150. Отсюда до площадки ведет бетонная дорога. По обеим сторонам по 6 ангаров. А вот здесь левее эта штука. Такая похожая на сигару, метров 15-20 в длину. Ракета? Ракета, конечно. Ракета. Вот эта железная дорога куда ведет? На юг до станции Дембица. А у вас не было ощущения, что вас обнаружили? Нет, товарищ полковник. Тревога была явно воздушной. Товарищ полковник, к вам гость. А, Ванда. Вот это гости. Товарищи, прервемся, вы свободны. Проходи, проходи. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, я на тебя посмотрю. Садись. Устала, устала. Ванда, все тихо? То вам. Спасибо, дочка. Сейчас тебя покормят и отдыхай. Ерофеич, проводи Ванду. Спасибо, дочка. Дякую. От Карасева и Шумского. По предварительным данным, немцы ведут работы по созданию оружия возмездия в особой зоне Величко. В нее входят соляные копи, испытательный полигон Близна и объект Хайде-лагерь. Летчики, приезжавшие в Краков, были из Хайде-лагеря. Полигон Близна из района Дембицы должен быть эвакуирован. Комендант зоны штурмбанфюрер Занге. Занге, старый знакомый. Эти сведения надо еще проверить. И через Москву, и через Берлин. И если они подтвердятся, Карасева и Шумского надо целиком переключить на эту Величку. Хорошо. Как самочувствие? Ничего, спасибо. Да, давненько я вас не видел. Дела? Дела. Сейчас посмотрю на рентген. Снимок господина Кюнля. Ну, господин инженер, придется вам серьезно заняться здоровьем. Надо отложить все дела на несколько дней. Благодарю. К сожалению, господин профессор, это невозможно. Надо. Я вынужден завтра ехать в командировку. Надолго? Дней на 5 в Краков. А отложить нельзя? Нет? Ну, хорошо. Когда вернетесь, приходите ко мне немедленно. Если будет болеть, терпите. И ни в коем случае не доверяйте свой род поляку. Добрый вечер, Анна. Здравствуй, Марта. Что так поздно? Так уж получилось, прости. У меня опять сломалась дужка. Спасибо. Привет профессору. Пока. До свидания. Центр для Млынского. Из Берлина в Краков выехал в кратковременную командировку инженер Кюнль.
Крупный специалист по ракетным взрывателям. 36 лет. Трусоват, осторожен. В Кракове первый раз. Профессор. Кёнель прибыл сегодня. 31 номер, отель «Монополь». Если он действительно не бывал раньше в Кракове, то мы имеем вполне реальный шанс проникнуть в тайну полигона Близна. Мое мнение, что Кёнеля нужно брать сегодня же, немедленно. И сразу же его допросить. Какой-нибудь план у вас есть? Да, нам будет помогать женщина в черной вуале. Она сидит слева от нас, во втором ряду. Вижу. Кёнель осторожен и никуда не выходит. Взять его можно только в отеле. А она как раз служит в ресторане отеля «Монополь». Зовут ее Гелена. Слишком красиво. Вы еще убедитесь, что это ее достоинство. Появился Кёнель. Добрый вечер. Простите, я не помешаю? Нет, нет, ради бога. Благодарю. Кёнель Зигфрид, инженер. Деннерт Эрнст. Фройлен Гелена. Садитесь. Давно из Берлина? Только сегодня. Как вы догадались? Очень просто. Услышал родной говорок. Вы берлинец? Да. А фройлен Гелена тоже? Фройлен Гелена родилась здесь, в Кракове. Отец немец, мать полька. Так вот откуда у вас это необычное очарование. Благодарю. Вы раньше бывали в Кракове? Нет. Никого не знаю и рад знакомству с вами. Уютный городок, но фронт слишком близко. Ich bin so oft für mich allein und ich möchte doch gerne neben dir sein. Bei Tag und Nacht hab ich gedacht, könnte nur einmal der Tag doch Wahrheit sein. Wenn ich mein Herz denn richtig verstehe, dann ist das Leben doppelt so schön.
Mein Herz sehnt sich nach Liebe. Es schlägt nur für dich ganz allein. Вы не возражаете, если я приглашу вашу даму? Благодарю. Danke sehr. Herr Hauptmann, wir hätten ans Telefon gegeben. Danke. Sie tanzen sehr gut, Fräulein Helena. Wunderbar. Sie verstehen aber, Komplimente zu machen. So gut ist es doch gar nicht. Bitte, Herr Hauptmann. Hauptmann Dennert? Деннерт слушает. Danke, in Ordnung. Думаю, все в порядке. Gut. Хорошо. Скоро буду. Danke. К сожалению, меня срочно вызывают в час. Это очень жаль. Kommst du heute noch zurück? Ты еще вернешься, Эрнст? Сегодня вряд ли. Но я надеюсь, что скоро увидимся. Оставляю Гелену на вашу ответственность, господин инженер. Можете не беспокоиться. Ich hoffe, dass Sie Gentlemen sind und kommen nur für einen Kaffee. Aber sicher doch. Darf ich bitten? Что это? Что это значит? Тихо, господин инженер. А я требую объяснить, господин капитан, или как вас там... Что вам нужно? Слушайте меня внимательно, Зигфрид. Вы должны понять, что вам лучше правдиво и без канители отвечать на интересующие нас вопросы. Вы меня поняли? Да. Вы работаете в ракетном центре Вернера фон Брауна? Как вам сказать? Точнее. Я работаю в конструкторском бюро фирмы Siemens. Мы выполняем заказы Брауна и, разумеется, отвечаем перед ним и особо уполномоченным группенфюрером Вольфом. Что вы собираетесь делать со мной? Это зависит от многих обстоятельств, в том числе и от правдивости ваших ответов. Для чего вы приехали в Краков? В командировку? Точнее, на предприятие особой зоны Величко. Что такое Величко? Филиал фирмы Дора Метальверке. Испытательный полигон. Цель командировки.
Отвечайте подробнее, Кюннель. Я должен выяснить причины, по которым ракеты взрываются в воздухе после старта. Есть предположение, что это из-за саботажа во время сборки. Такой саботаж возможен? В принципе, да. Небольшие отклонения в допусках и при вибрации ракеты в полете. С какими документами вы должны ознакомиться? С группой А1. Допуск выдан генералом Дорнбергером? Да. Он действует на все объекты велички? Нет. Это общий допуск. Для документов группы А1 необходимо специальное разрешение группенфюрера Вольфа. Где оно? Передано из Берлина коменданту велички штурмбанфюрера Занге. Вас кто-нибудь знает в особой зоне? Нет. Я приехал сюда первый раз. Пожалуйста. Шарфюрер, инженер Кюннель прибыл в зону. Ja, herein. Раздевайтесь, пожалуйста. Нас предупредили из Берлина о вашем приезде. Однако штурмбанфюрера Занге сейчас нет на объекте, и вам придется подождать. У меня слишком мало времени, чтобы ждать, шарфюрер. И слишком важное дело. Доставьте документацию сюда и позаботьтесь, чтобы мне никто не мешал. Хорошо, минуту. Согласно инструкции хранения документов группы А1, унтершарфюрер Фогель должна все время находиться при них. На каждом объекте свои порядки. Совершенно верно. У нас так. Разрешите курить, унтершарфюрер? До войны я часто ходил со своими учениками в походы. И тоже пекли картошку. Хочешь? Где-то теперь воюют мои мальчишки и девчонки. Вань. Вань. Что? Ничего. Я просто хотела сказать, что очень люблю тебя. Это ведь главное, правда? Иван Петрович, связной из Кракова. Иду. Это главное, ты права. Опять не сказала. Я не могу. Ах, бабы, беда с вами. Мало у меня своих дел. Мне что ли ему сказать? Не надо, прошу. Он меня сразу отправит. Не под кустом ж тебя рожать. Какой из вас теперь солдат? А реветь нечего. На вот лучше сахарку пожуй. Не хочу, не надо. Тебе не надо, а ему полезно. Ему сейчас котелок важнее автомата, Ирина Петровна. Что случилось, Стась? Шумский просил передать на словах. Же в соляных копиях Величко производит корпуса и взрыватели ракет Фау-2. Подробней с Вандой. Значит, корпуса и взрыватели. Так есть. Спасибо.
Сидите, товарищи. Ежи, проходи. Товарищи, только что получена срочная радиограмма из Москвы. Вот, ознакомьтесь. Прочти, Виктор Сергеевич. По имеющимся сведениям, противник планирует использовать бомбардировщики Хенкель-111 для нанесения ракетных ударов по Москве, Ленинграду, Куйбышеву и важным промышленным объектам, расположенным за Уралом. Ого, куда нацелились гады. Подготовка экипажей бомбардировщиков и пилотов-смертников, которые будут наводить ракеты на цель, идет в полевом или степном лагере. Необходимо во что бы то ни стало сорвать этот замысел. Центр. Во что бы то ни стало. Прежде всего, надо найти этот степной лагерь. Степь да степь кругом, путь далек лежит. Да-да, вот именно. Откуда у них степи? И где искать этот степной лагерь? Кстати, как будет степь по-немецки? Так же, как и по-русски. Степпе. Степпе. А по-казахски степь – тала. А как пустыня? Оде. Оде. Ежи. Слухам. Ну, а как будет опушка леса или поле, поляна, я не знаю, луг? А пушка, поляна, не wiem. Луг это Хайде. Хайде. Так. Хайде лагерь. А если этот степной лагерь и есть третий объект зоны Величко? Это у Карасева в донесении упоминается Хайде-лагерь. Да-да. Может быть. Я полагаю, что не сегодня, так завтра Млынский предпримет попытку захвата ракет. Когда он решит, что они у него в кармане, ловушка захлопнется. Сигналом к общему выступлению будет взрыв установок. Хорошо. Только не тяните с полным окружением и на всякий случай усильте охрану объекта Хайде-лагерь. Нет, он туда не пойдет, группенфюрер. Млынский вцепился в полигон, как мальчишка в рождественский пряник. Ему нужны ракеты. И все-таки не забывайте, с кем вы имеете дело, Занге. Товарищи офицеры, завтра на рассвете мы атакуем полигон и Хайде-лагерь. Одновременно. Для этой цели, первое, основная часть нашего отряда идет на полигон. Ее поведешь ты, Гасан. Ясно. Захватить ракеты, снять все ценное оборудование, принять самолет и погрузить оборудование раненых. Ясно. Второе. Я с ротой автоматчиков, отрядом товарища Радкевича и минерами атакую Хайде-лагерь. Там не все ясно. Придется решать на месте. И если смертников мы там не найдем, а я все же думаю, что мы не ошиблись, то все равно убьем двух зайцев. Уничтожим ангары и склады и отвлечем внимание от полигона. Связь по рации. И третье. Ты, Виктор Сергеевич, сегодня в ночь со взводом автоматчиков, санчастью и со всем нашим хозяйством уйдешь в Чехословакию. Есть. Подготовишь новую базу. Сюда нам больше возвращаться будет нельзя. На границе тебя встретят чехословацкие партизаны, отряда имени Яна Жишки. Маршрут с ними согласован. Понял. Все ясно? Вопросы? Здесь мы оставляем кого-нибудь для связи с Шумским? Нет. Карасев и Шумский работают автономно и уходят из Кракова по ситуации. Есть. Так, готов? Да что ты возишься? Не влезает, выбрось. Выбрось, выбрось, по-вашему, все выбрось. Не нравишься ты мне, Иван Петрович, вот что я тебе скажу. Да что ты ворчишь? За большими делами ты людей перестал замечать. А что случилось? Что случилось? У Ирины Петровны живот скоро на нос полезет. Да ты что? А ты ее по лесам да по горам таскаешь.
тоже она мне не сказала. Ишь ты, а горсть у бабы есть или нет? Кто она тебе? Убьют нас с тобой, не приведи Господь, она с детем останется. Кто она? Нехорошо это, Иван Петрович, не по-мужски. Все погрузили? Ирина? Потерпи, милок. Ирина Петровна. Трогай. Как же так, Иван Петрович? Мы уходим, а ты остаешься? Иринушка, это очень хорошо. Я все знаю. И я очень рад. Ты только будь осторожна. Мы скоро увидимся. Товарищ капитан! И мы поженимся. Ты мне стала еще дороже. Ирина Петровна! Иди. Очень боюсь тебя потерять. Но вот скоро кончится война, и мы с тобой никогда не будем расставаться. Иди. Значит, первый сеанс связи в 5, и дальше через каждые полчаса. Сверим часы. 18:32. Ты что смеешься? Штурмбанфюреру, Занге, привет передать? Гасан, я тебя прошу, на рожон не лезь. Будьте осторожны. Буду осторожным. Ну ладно. Ни пуха, ни пера. Ну, к черту не посылаю. Сам к нему в зубы идешь. Честь. Wollen Sie Kaffee, Кофе, штурмбанфюрер. Echten? Selbstverständlich. Bis zum Morgengrauen До рассвета verbleiben осталось eine час Stunde 20 минут. Na, dann kommen die Да, nicht они mehr. уже не придут. Ich sehe den Posten Я что-то nicht. не вижу часового. Что? Na, endlich. Наконец-то. Внимание. Ну что там? Напряжения нет. Обрежь провод. Есть. Sprengen Sie, Sturmabführer! Взрывайте, майор. Was ist denn los? Что там у вас? Kontakt. Нет контакта. Geben Sie das Alarmsignal. Давайте сигнал боевой тревоги. Eingeschaltet. Группенфюрер, полигон близко атакован. Охрана на восточном участке пропустила их. Усиленный батальон и егерский полк подняты по тревоге. Отлично, Зангер. Дайте возможность Млынскому втянуть все силы на полигон. Пусть увязнут как следует.
И тогда уничтожьте. Докладывайте каждые 20 минут. Взрывчатка. Так. Ага. Штепсельные разъемы. И здесь пусто. Труба наддува. Приборов нет. Все ясно. Товарищ майор, все приборы с ракеты сняты. Горючего в баках нет. Ракета была подготовлена к взрыву. И ангары пустые. Значит, ждали нас здесь. Да, ждали, сволочь. Это ловушка, капитан. Закирка! Я. Связь с полковником быстро. Есть. Уходить надо, товарищ майор. Уходить не будем. Я 3. Раз они ждали нас здесь, значит, не ждут в другом месте. Капитан, как только немцы подойдут ближе, взрывайте ракету. Есть. На полигоне ловушка. В ракетах ничего, кроме взрывчатки. Ангары бункера пусты. Вступили в бой. Немцы окружают нас превосходящими. Третий, я... Товарищ полковник, проходы в заграждениях сделаны. Разведчики у стены. Третий, я первый. Можно начинать. Провал на полигоне. Объегорили, сволочь. Они нас там ждали. Хотели накрыть весь отряд, потому нас раньше не тревожили. Третий, прием. А если и здесь ловушка? Надо уходить, идти комиссара на помощь. Третий, Еще не поздно. Третий, вас не слышу. Третий, что случилось? Сообщите обстановку. Прием, прием. Третий, что случилось? Прием. Третий, вас не слышу. Третий, что случилось? Все по местам. Штурм. Ракета.
А это что за хреновина? Бомба или самолет? Что-то вроде торпед, только крылатый. А кабина зачем? А это по спецзаказу. Сажают в нее человека, и он наводит бомбу на цель. А сам? И сам. А вот и цели. Смертники. Ну? Ленинград, Москва, Свердловск. О, куда метили гады. Да, Москва. Товарищ полковник, обнаружены сейфы с архивами. Какие известия от комиссара? Сейчас узнаю. Товарищ полковник. Документация по ФАУ. Тактика применения ракет. Отлично. Что у вас? Товарищ полковник, остатки гарнизона и летчики-смертники заперлись в подвалах замка. Предложил сдаться, отказались. Разрешите рассчитаться с ними за Варшаву? Рассчитывайся. Вся кровь. Тоже секретный отдел. Амштейн! Что? Попал в дерьмо, так не чирикай. Wer sind Sie? Befehlen Sie Ihrem Soldaten, meinen Kleinen loszulassen. Я начальник учебного центра, генерал-лейтенант авиации Форс. Очень хорошо. Этот ящик сюда и осторожнее. Фома! Передаю при свидетелях. Упустишь, качан оторву. Есть. Пошли. Давай, гони во вторую телегу. Скорее, ребята, скорее. Товарищ полковник, есть связь. Комиссар Алиев тяжело ранен. У аппарата капитан Озеров. Товарищ лейтенант, фашисты подходят. Алиев Понял. тяжело ранен в грудь. Пробиваемся с боем к месту встречи. Товарищ полковник, эсэсовцы с флангов. Бой не вступать, отходим. Передавайте. Работу закончили. Идем на помощь. Ангар и замок заминированы. Хорошо. Проверь, чтобы здесь никого из наших не осталось, и взрывай все к черту. Быстро. Генерал-полковник, операция началась. Мне нужен еще один полк. Ближайший от Хайделагера. Квадрат 5/8. Поздно. Теперь не достанешь. Веселей, ребятки, веселей.
Ничего не надо. Полегче. Выпей, комиссар. Может, полегчает маленько. Оставь, Ерофеич. Нутро согреешь. Травка-то еще от деда Матвея остался. Дед Матвей. И правда, легче. Ирина. Доктор. Помнишь бой моста? И ты. О свадьбе у вас погулять хотел. Иван. Баку, зайди к моим. Не забывай. Это из центра. Наша боевая группа с документацией Хайде-лагеря и генералом Форстом перешла линию фронта. Прощай, Гасан. Мы уходим дальше, комиссар. Ты всегда будешь с нами. Мы запомним это место. Мы запомним и расскажем нашим детям и внукам. Именем Гасана Алиева они назовут свои школы и улицы. И будут вечно помнить, как умирали коммунисты за их свободу, за их счастье, за их жизнь. Прощай, Гасан. Прощай, комиссар.